Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Luigi Mansion 3, но он же особняк Луиджи. Особняк Луиджи. Просто привет, привет. Шалом, как говорится, православный. Я наконец-то добрался до этой игры. Будем играть на эмуляторе Nintendo Switch, используя геймпад. Тут даже местами можно управлять акселометром, но я думаю, особо он не пригодится, так что поехали. История. Давай, новая игра. Старт. Сейчас он будет немножко подавать нам историю. Но она, кстати, мало чем отличается историей первой части игры. Только у нас поменялось место дислокации. Вместо дома у нас будет отель. Но и игра еще выросла примерно в объемах раза в 2. Добавились еще некоторые механики. Я так понял, что Луиджи у нас обзавелся собакой после второй части. Вторая часть у нас выходила на Nintendo DS, по-моему. Не знаю, может быть, когда-нибудь я ее буду проходить. Пока не уверен. Ну, псина прикольная. Жалко только игра полностью на английском языке, но тут ничего не пропишешь. Будем проходить, насколько хватит познаний Happy English. Come on. Oh. Wow. Sorry. То есть у нас по сюжету вся эта шайка-лейка получила приглашение как вид гостей отдохнуть вот в этом отеле. Пока, в принципе, и все. Oh yeah! Ну, как обычно, тут диалогов по минимуму. Кроме хе-хе, ха-ха, как бы тут переводить-то особо нечего. Как он ржачно бегает. В принципе, ну не знаю, тут, наверное, пока не к кому подходить, они будут говорить все одно и то же. Подойдите на ресепшн. Давай. Добро пожаловать в гости в наше последнее прибежище, по-моему, так называется отель. Вы готовы зарегистрироваться? Да. У них у всех маски одеты. Добро пожаловать в гости в последнее прибежище. Примерно как-то так. Меня зовут Хелен Гравели. Ну, типа, она хозяйка отеля. Типа, надеюсь, что-то вроде вам понравится. Здесь отдыхать и все такое. Вы должны пойти за мной и выбрать свои комнаты. Точнее, занять свои комнаты. Согласно указанным билетам, типа того. Ну, очевидно, видим, то, что тут замануха.
weeks ago. Hey. Whoops. В основном вся фишка игры в том, то, что надо будет убивать боссов, ну, ловить боссов, привидений, прокачивать свой пылесос и зарабатывать с этих боссов кнопки для лифта, Oh, yeah. которые будут помогать дальше как бы двигаться по сюжету. Марио, Луиджи и Пич, ваши комнаты здесь. Комнаты для Тоддов, видимо, ну, где-то в другой стороне как бы. Наслаждайтесь, помните что-то там, ну, в общем, Thanks. всего хорошего. Всего хорошего. Bye-bye. Okay. Bye. Bye. А Night-night. почему у Марио и принцессы Пич разные комнаты? Oh. Я бы их заселил в одну. Oh. Oh. Итак, вот у нас пошел геймплей. Подожди. Тут, кстати, желательно как можно больше заработать денег, потому что это будет типа влиять немножко на концовку. Я только сегодня, кстати, об этом узнал. Давай. Отдохнуть было или что-то такое? Yeah. Книжка, да? И фонарь. Nice. Yeah. Ну и шмоточки, трусишки запасные захватил. Ну, кстати, локации тут довольно-таки большие местами. Я примерно так же с работы прихожу. Включаешь какой-нибудь фильм или сериал, и сразу же все. Это Пич кричит. Huh? Я там чуть-чуть это мучаю. Hello. Так, ну у нас в принципе-то что сейчас, ничего такого особенного нету, ни оружия, ничего, только есть фонарь как бы. Ну, не более. То есть у нас все предметы, которые якобы были дружелюбные, стали вдруг пугающие. Все поменялось, немножко бабла пригодится. Ну и все, короче, выходим. Нужно же проверить все-таки, что у нас тут за шум. Но давай-ка для начала попробуем. Вот там вот у нас золотишко какое-то. Он только кран открывает и все. Туалетик. Туда, наверное, весь Луиджи поместится в этот сортир. Ну и все, особо тут делать нечего. Потому что когда пылесос дадут нам, тогда мы будем все это дело более подробно изучать, если, конечно, позволят сюда войти. Будем потихонечку из игры максимально бабло высасывать. Ну, бежать мне надо будет вот сюда. Так, это комнатуха Марио, да? Давай зайдем. Не думаю, что тут будет что-то полезное. Марио? Марио.
В общем, так же как и в первой части, сюжет заключается в том, то, что у нас король Бу всех попрятал в картины. И Луиджи остался последним, кого он не успел спрятать. Ну и так вот мы и будем их потихонечку доставать оттуда. Потом, скорее всего, в конце будем биться с Боузером. Как иначе-то? Как же игра от Nintendo и без Боузера? Такого не бывает. Hello. Так, это комната Пич. Ну-да. А денег-то нету. Всякий хлам бабский. Ну забавно же. А, монетка. Вообще по игре тут почти в каждом предмете можно доставать монеты. Там бабла просто столько везде валяется. Здорово, Серега, еще раз. Итак, у нас главное привидение, вот это вот хозяйка отеля. Так, это мой вип-гость. Это там, ну, в общем, ладно. Готов ли ты испугаться, по-моему, она спросила. У меня есть идея. Что-то там тебе предложить. Я уверен, это тебе понравится. Так, приблизительно буду переводить, потому что в английском я не особо силен. Что-то я понимаю по смыслу. Пойдет. Ну, тут игра, в принципе-то, не особо нагружена смыслом. Что-то говорит, я видел его гланды. Сюрприз, Луиджи, это я, король Бу. У меня есть что-то своя лаборатория, где там в отеле, и я хочу тебя поймать, например, вот так, короче. Все, задолбало нарать уже. Крепота, еще какая. Прямо жуткий фильм ужасов. Ха-ха-ха. В общем, они его хотят поймать порой. Они ему даже картинку отдельную уже приготовили. Все, варим. Геймпад весь долбает из стороны в сторону. Тихо. Все, и двигаемся. Да прыгай ты, ну что ты усатый тупишь? Пока потрясется, постоит. Сейчас же поймает его, да и все. И у нас, получается, весь этот отель обрел другой вид, потому что он был весь в привидениях. Но на самой первой заставке он как на начальном ролике был. Красивый, весь блестящий. Интересно, дадут ли за собаку поиграть? Было бы прикольно. Меня псина лежит. Сейчас вся морда будет в эктоплазме. Сейчас все пропало. Нет, еще не все пропало. Сейчас мы как схватим пылесос, как будем бабки грести. Вот это вот все, что блестит, это надо будет собирать.
Так, шли за пылесосом. Тут в игре как бы очень много всяких секретов. Просто практически с каждым предметом можно взаимодействовать и получать с него бабло. Я когда включил первый раз, полобал. Ну, за 3 часа там, я не знаю, я уже несколько косарей собрал бабла. Так, идем сначала в гараж. За собакой надо исследовать. Потом обратно в эти же комнаты пойдем. Так же, как и в первой части, у нас мыши дамажат, летучие мыши тоже. В общем, убивает все, кто тебе не лень. Ну и как в первой части, сначала глушишь привидение фонарем и потом затягиваешь его в пылесос. Еще там некоторые нюансы у пылесоса появились. Также всас, высос. Так очень страшное кино, не мешайте мне, когда играет в пылесос. Итак, сейчас меня псина будет обучать базовым механикам. Это вот глушить. Бум. Все, застанили собаку. Теперь так. Затягиваем ее. Достаточно. Теперь вытягиваем ее. А вот это вместе. Не, подожди, не так. Так. Если взрыв какой-то делать, я не знаю. Он на площадь почему-то лупит. Ну окей. Все, я прошел типа обучение. Вот и все. Вот и все обучение. 4 кнопки понажимать. Трудно. Так, ну все. Погнали все пылесосить. Чик. Ну, кстати, как и в первой части, тут можно затягивать предметы там. Да, тут денег нету. Окей. Как у него пылесос еще не забился, я не знаю. Чик. О, мышь, иди сюда. А почему она не ломается? О. Ну, очевидно, некоторые предметы же можно ломать. Там, по-моему, еще что-то. О. Наверху. Да, нет, особо ничего тут такого нету. Сейчас вот эту штучку стянем. О. Ок. Убираем. Пока с кристаллами непонятно, зачем они вообще в целом в игре. Ну, пофиг, сосем. Собираем. Оп, иди-ка сюда. Да, по-моему, тут побольше было деньжат. О. Даже пару слитков есть. Вот эти остальные открываются? Нет. Ну, за мышей ничего не дают, как бы, но лучше спылесосить, чтобы они потом не мешали. Не так, чуть по чуть, но могут попортить здоровье. Естественно, эта штука не работает. Да. Спылесосим немножко дерьма. Чпок. О, бамбурики-то лежат. Все. Мыши к себе в нору натаскали уже делов.
Да и все, вроде там пусто, да? Дальше пошли. Вот здесь у нас есть что-нибудь? Ну, вот это я пока не знаю, как открывать. Тут что-то электрическая какая-то загадка, видимо, будет. Ладно, нужно вернуться назад, туда, в прачечную. Тихо, иди сюда. Чпок. Выходим. Сначала назад надо. Ой. Вон у нас бабки валяются. Чик. В принципе, тут деньги-то, наверное, могут быть и в картине еще валяться. Вау! Нет. А вот здесь, Вау! ну, в этой картине, тут, наверное, что-то есть. Тоже нет. Как хотите. Вау! Мелочь, а приятно. Стой, а вот тут есть что-нибудь? Да, нет, вроде. Так. Ну, в полотенце-то вряд ли что-то есть. О, потекло бабло. Вот тут еще нычка по-любому. А, ну это я и видел. По-моему... Угу. Что-то надо с полом сделать. Не знаю пока. О, лапки. Я вот сегодня почитал то, что оказывается, когда будет типа финал игры, ты поймал всех привидений и так далее, вы начинаете отель этот восстанавливать. И типа насколько ты его восстановишь, сколько у тебя денег есть. Поэтому, наверное, все-таки по приколу-то собрать все. Вот это вот я не знаю, кстати, как достать. Ладно. Как дед старый. А, покрутим. Сейчас ему в лицо кипятком как прилетит. Я не рисковал. Чик. Ну, тут, наверное, вряд ли что-то в этих стиралках есть. Тут под столом я видел бабки. Ну и вот тут вот последняя пачечка. Все вроде. Это пылесос еще не забивается. Он столько полотенец разных натянул, что полный этот. Полный кирдык. Кстати, я помню, что в первой части, раскачивая люстры, можно было как-то бабки вытащить оттуда. А походу они от этой механики отказались. Так, ну все, в гараже у нас тоже все. Полетели дальше. О, я думаю, это подозрительно. Так, сейчас долбанет. В норе есть что-нибудь? Ничего там нету. Полное разрушение просто. Дестрой. О, дерево-то с бамбуриками тоже.
Я уже 1200 набрал. Есть что-нибудь полезное? Понятно. Угу. Надо к собаке идти. Чем мы тут? Чик. Ну, тут в основном все кнопки, они активируются просто, если ты посветишь на них фонарем. Oh, yeah. Ага. Я вот не знаю. А лифт работает вообще? Да, что-то пашет. Ну, по-моему, рановато туда идти. Да, вот тут одна кнопка только. Я просто в отражении вижу. Кнопочка там одна пока. Деньги. Оп. Все, на потолке ничего нету. Ладно, что дальше? Oh. Oh. Huh? Huh? Что-то в автомате одна жратва, а не деньги. Хотя тут вот по свету. Точнее, ну на свет, если посмотреть. Вот там явно никаких пончиков не было. По башке не получил этой херни. Так, ну давай глянем, что там. Угу. Луиджи у нас любит подглядывать. Ух ты, нет, слушай, бабки тоже есть. Лично причем бабла тут было. Давай. Тут у нас тоже бабки. Серьезно. Все вроде, да? Дальше пошли. Уже 1700. Так, а где собака? Меня собака куда-то сюда вела. Whoa! Да хорош ты. Расчихался. О, там бабенца это. Кстати, а что тут за кристалл такой? Как бы туда попасть? Тут высоко, он не дотянется до туда. Ну-ка, сейчас попробую его затянуть пылесосом прям снизу, вот где я стою. Вот так вот он затянется. Я не знаю, как это работает. Ладно, дальше. Huh? Hello? Вот тут еще кристалл. Wow! Как достать? Ну, диваны, картины, короче говоря, сейчас в каждом предмете, наверное, бабки будут. Я думаю, тем самым они, конечно, тоже немного геймплей растягивают. Походил спокойно, пососал. Так, ну и все, да, по-моему. Эту комнату я пропылесосил. А с картинами как-то вообще никаких взаимодействий, я смотрю. Ага. Вся четверка заказана. Ah? А? Ah. У них, наверное, гениальные люди диалоги им прописывали. Первые призраки. Сильно жопа чешет.
Все, арена. Так. Давай, глушим. И затягиваем. Прям замедленная съемка, как я долбаю это призрака. И все, да? Ну, в принципе, все. Первый призрак, надо думать. Мы пока за вторым, наверное, не пойдем. А нет, все равно придется сейчас с ними биться. Ну давай. А двоих сразу можно? Чик. И тянем. Эй! Бам. Так, еще у нас один есть. Где он? Сейчас я его глухану, не переживай. Сина прям подбежала, показывает, что делать. Ну вот все. Может, собаку надо затянуть? Oh, yeah. Все, пройдено. Даже хпшку. Ну, кстати, вот я посмотрел то, что тут жизни прям... Тихо, тихо, тихо. Жизни прям тут много дают. Чпок. О, деньжата. Причем тут довольно-таки немного. О, неплохо так с портрета одного упало. Придется все портреты рушить. Я подойду сейчас, подожди. Тут баблом раскидываются. Чик. Давай. Пиковку. Вот должна такая цель, да, вот. Кстати, прикольно, то, что прописали даже вот эту фишку, то, что сначала монеты падают, потому что, ну, они просто тяжелее, а потом уже бабки остальные сыпятся. Чик. О, готово. Давай, последний портрет. Ну, вот так. Я какую-то жемчужину еще забрал, кстати. Не знаю, что он дает. Скорее всего, вот эти вот кристаллы большие, они для чего-то нужны. Ну, типа бабки не основная механика игры. Чем-то же еще кристаллы понадобились. Всякую хрень пылесосишь вообще. Давай шторы затянем. Чик. А со штор ничего не выпадает, да? Вот, подожди, бабки. Вот они долго приземлялись как-то. Так. А собака, если у меня наверху, давай сначала мы сюда зайдем на ресепшн. Общий взрыв. Ну, прям набедокурил. Давай сейчас тянем. Есть. Не, ну тут много делов, я смотрю, тоже валяется. Че, картотеку с пылесосилом? Папки? Нет. А тут? А? Так. Ключик.
Ну, ключи-то, как обычно, тут основные элементы, без них как бы в другие комнаты не попадешь. Так, ну это, засветим. Бум. О, куча бабла, еще кристалл. Как божественно он сосет. Почему вот это предпоследний какой-то кристалл из каких-то? Не знаю. Он еще тут немного бабла. Ну теперь тут точно все. Давай еще немного налево сходим. Это орешь. Призраки ржут. Прикалывается на десятый. А как этот кристалл взять тогда? Может, эта штука, она как-то дергается. Нет, это не так работает. И все, и тишина. И собака прям в ухо дышит вправо. Забавно. Может, я помидоры... О, стой. Есть. О, вот так вот. Нет, не получится. Точно не получится. Нет. Он как-то вот сквозь него прям пролетает. Не знаю, может потом этому научат. Здорово. Когда надоест отдыхать и на работу выйдешь? У меня 14 числа прием. Тогда и выйду, наверное. Ну там я не знаю. Как вы там 14 работаете? Получается не 14, а 15. Ну, все же больше брать особо нечего. Что с кристаллом делать, я пока не знаю. Пойдем выше. 15 выходной, 13-14 с утра. Но мне получается... Если на 14 прием, то у меня еще это рабочим днем не будет считаться. Мне получается с 15 числа. О, прикольно, можно даже ковер пылесосить. С 15 числа, короче, у меня получается уже пойдут рабочие дни. Значит, мне получается 15 16, с 15 на 16 и 16 на 17 мне в ночь. Где-то так, да? Окей. Паучеза там был на лисохвата похож. Так, давай-ка мы вот сюда еще пройдемся. Да никак. Да, эта штука не пылесосится. И все. Ковер можно затянуть? Нет. На лифт позже. Если собака здесь стояла, значит вот сюда надо идти. Да, он применяет ключ. Получается, эта комната с дыркой и этим какой, и мышью, она с левой стороны. А, профессор замурованный. Это у него как там, Еград, по-моему, его зовут. По-моему, в первой части его звали по-другому.
То ли Пугалкин, то ли что-то такое. Так, вот подозрительно здоровая. Тебе это все, что лишнее, отрезал хирург? Да, все, что лишнее, удалил. Странно, что они вообще меня не выписывают. Oh, yes. Просто я хожу ежедневно на перевязки, как бы я даже не знаю, что там они перевязывают. Whoa. Oh. Ну и не. Скорее всего, это просто врачу надо ровно 2 недели тебя на больничном продержать. И по 1 неделе сейчас не камильфо всем болеть. Поболейте подольше. Тоже может быть. Так, ну и все, тут кристалл собран. Мышей тут тоже нет. Шли к этому. Галкин. Oh. What? Куда рано еще, да? Хорошо. Он-то, собственно, нам и будет прокачивать оружие. Че ты встал? Надо за псиной идти. Да. Я думал, мы сейчас будем этого доктора доставать картины. А еще рановато. Так. А нет, смотри-ка. Бабло чуть попозже выпало. Давай до конца коридора. Вот так небольшим опозданием у нас бабки высыпаются. Oh. Yeah. Oh. Ага, тебя не пускает. Нет, столовка какая-то. Этот отель чем-то напоминает в фильме «Охотники за привидениями» первую часть. Hmm. Там, по-моему, даже Oh. ковры были такие же. А, туда ключ нажал. Oh. Ну, собака прошла, и значит, мне надо. О, у нас вот эти вот маски были на этих челах, которые встречали нас, консьержи там разные. Графен нормальный, да не только для встреча, я тебе скажу. В принципе, для ПК нихуя бабок. А вот для ПК неплохо. Все плавненько идет, как бы. Всё замечательно. Ну я там я еще дополнительно на игру мод устанавливал, чтобы она на компе там 60 FPS шла там и так далее. Все, и все бабки, что ли? Не, в этом плане, конечно, чуваки, которые сделали эмулятор Nintendo Switch, прям молодцы. Почему-то они Nintendo Wii U не так классно допилили, как этот эмулятор. Бам. Я видел эту нычку. Бабка сос. Да, бабка сос. Ну, кстати, вот первый босс тут будет горничная. Вот там точно мы будем бабка сосить. Ну, все ритузы затянем у них. Чик. А тут бабок нет, идите нахуй. Ну, что это $1? Херня какая.
И. А вот это вот здесь, наверное, ручка. Второй кристалл. Для чего кристаллы, я не знаю, надо прочитать. Сектор приз на барабане. Кстати, если вовремя бабки не затянешь, они потом исчезают. Поэтому тут надо быстро сосать. Долго-долго. Я уже у призраков в розыске, что ли? И объявление расклеивать, чтобы меня поймать. Сейчас будет битва. Это будет битва века. Давай, эть. Чпок. Двоих, ништяк. Нокаут. Как-то они быстренько сдались. Это вишлившечка. Детская игра. Кстати, под каждым этим, под каждым моим портретом еще немного бабок висит. Будем тянуть. Ну, и так можно собрать. Так, стой. Давай-ка мы сейчас, короче говоря, все портреты тут уничтожим. Я подойду, не орите. Чик. И вот туда сейчас пойдем. Потом надо будет по-любому обратно выходить. Мы же к этому профессора освобождаем. Луиджи очень бабок до бабла. Но он, видишь, этот такой, во всех частях он пытается, короче говоря, деньги заработанные потратить на восстановление им же раздолбанного поместья. Мыши. Мыши. Потому что, короче, как бы тут если ты тратишь где-нибудь ХП, то его тебе тут же восстанавливают. Буквально подходишь к любому предмету, и его тебе возвращают. Ну, как бы, с жизнями тут и проблем, я думаю, не будет. У нас есть техники такие. Но я точно не знаю, я по техникам не спец. А чё он не затягивает вот эти простыни? Всегда вроде сосал их, а сейчас не сосет. Так, давай-ка мы этот лишние предметы эти. Вот там я вижу сундучок какой-то. Наверху есть что-то? Бабки. Я думаю, вот здесь вот еще что-то в решетке есть. Может, долбануть вот так? О, еще немного денег. Смотри, тут просто каждая комната, она напичкана баблом. Откуда его у привидений так до хера, я не знаю. Как он вчера чистил на кухне, мне не перепало ничего, кроме желания стругануть. Значит, ты неправильный сантехник. Надо, чтобы и стругануть перепало, и баба немножко. Если нет, тогда все перемалывай, раздалбывай, скажи, мы завтра придем после обеда, починим. И потом, чтобы дозваниваться еще 2 дня. Так, а мне какой-то мунштук дали. Ага. Какой-то ультрафиолет, короче, который помогает мне освещать картины. Ну подожди, ты что? Они же от меня не отстанут, пока я не заюзаю эту механику. Тихо. Там паучеза. Паучок, иди-ка сюда. Оп. Вот у нас паука прилетела. Он что, он богатый? А ну да, он же там золотого цвета был. Вот, теперь он почему-то затягивает эти простыни. Там вот как будто сзади потайная какая-то комната. Ну давай-ка свиньей сюда зарядим. Неплохо. Вот это дела. Ребят, бабки исчезают. Оп, оп.
Ну, нормально. Да, он, по идее, он должен был себе усишки подпалить. Думал, эта рука за мной уже летит. Ну, как сидит это Адамс Family. Она же семейка Адамс. Прикольный был фильмец, кстати. Бабки исчезают как в реале. Я вообще не исключаю эту фишку. Как-то вот туда можно попасть. Вот я прям свистонил в эту дырку. Там второй проход. Ну-ка, давай сюда долбанем. Нет, не вариант. У меня под ванной тоже не нашлось денег. Кстати, я у бати в гараже сделал подставки под ванну. Кирпичи уже не нужны. Осталось их покрасить и найти клей для аквариума. Ну, там не клей для аквариума. Я говорил, что это герметик. Это, по-моему, могут быть разные вещи. Именно герметик нужен. Потому что клей для аквариума может немножко для других целей идти. Допустим, для склейки этих, как его, каркасов. Ну, виду. Так, ну что, давай доктора освобождать. Чик. Он прикольный, кстати, доктор. Постоянно он сука, 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 сука говорит. О, я. Так и так, суки, суки. Он постоянно так трещит во всех частях. Ага, Луиджи говорит. Ябу-ябу. Давай, ябу-ябу. Пошли качаться. Сука, 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 сука. Он тебе говорит, спасибо, что меня спас, у меня есть кое-что для тебя. Этот отель там, на самом призраке. Брата просрали. Шли, говорит, искать его. Сука. Я говорил, прикольно. Окей, что-то там, что? Ну, его зовут профессор, ну мы заново с ним знакомимся. Профессор Град, типа я придумал вот этот вот полтергейст G2.0. Но, по-моему, в первой части назывался, по-моему, полтергейст 4000. Пошли, говорит, к моей машине, я тебе кое-что покажу. Просто отжал гараж у бати. Мы бы хоть с ним подрались, что ли, для приличия, я не знаю. Так, тащим профессора к гаражу. Там у него будет лаборатория. Правда, нужно сейчас плакатики позатягивать. Ну, ничего страшного, очкарик подождет. Эй, Луиджи, смотри. Вокруг везде тут портреты. Элеватор, ну то есть лифт этот ведет к гаражу. Поехали типа на нем. Спокуха. Сейчас поедем. Меня тут в розыск подали. Призраки. Надо бы это зачисточку сделать. Кстати, там нету портретов-то никаких. Кто знает, может за это даже какую-нибудь ачивочку дают. Чейк. И бабла немножко. Вот, немножко сосал не в ту сторону. Окей. Так. Итак. Сейчас нам будет профессор объяснять то, что в отеле, в лифте отсутствуют кнопки. Ты, говорит, лови мне призраков, и из них будут кнопки выпадать. Потом мы будем их запихивать. Куча ржет. Ну, естественно, игра-то особо нету. Тут еще поверхностно, еще сверху, еще раз объясняет все механики. Типа там, подойди к предмету, ударь на площадь. Я жить хочу еще. Ну тогда не бились. Значит, это. Главное, чтобы не ругались. Самостоятельно гараж тебе дает.
Так, элеваторы и кнопки. Ну, то есть кнопки от лифта, говорит, они все отсутствуют. Что случилось? Типа, сука, у меня, говорит, кнопка только одна. B1. Поехали туда, в гараж. Тут профессора с одной половины, на висках тут крупные пятна, я заметил. Тебе, говорит, как-то надо попасть на второй этаж. Типа там ты потерял своих друзей или что-то в этом роде. Нужны кнопки от элеватора, ну то есть кнопки от лифта. Все, мы приехали в гараж. И. Где он, кстати? Он, по-моему, вот здесь вообще гараж. Тут. Такой мишка усатый. Что-нибудь будет подать? Профессор ржет над ним. Как он уже ноет от нового графика, ощущает, что живет на работе. Да, он просто не привык. Поноет, да перестанет, ничего страшного. График-то хороший. Он просто не вкусил. Чем прелесть. Несколько выходных, когда подряд. Ничего. Да и в принципе, ну и пусть ноет. Так, улыбнемся. Это уже 250 жизней. Это надо как-то его кучненько его мочить. Ждем, пока он чемодан у меня кинет. Он почему-то сам себя задамажил. Ну окей. В чем глубокий смысл сюжета? Да просто по сути взять и очистить отель от привидений. Вот и весь смысл. Ну и друзей своих спаси, которых король Бу заключил в картины. Где он? А, вот. Он что, меня там ждал все это время? Чик. Бегу с его. Та-дам! Две кнопочки вышло. Вот таких кнопок нужно всех собрать, чтобы добраться до финального босса. Давай, берем кнопки. Первый и пятый этаж. Или это семерка? Не знаю, не очень понятно. По-моему, это первый этаж. А, вроде единица. Ну, это, короче, говорит, кнопки, отлично, молодец. Ну, у тебя только две, а надо еще больше. И еще найти других кнопок, неважно. Пойдем, говорит, к моему автомобилю. Я тебе кое-что объясню. Он, кстати, не сразу будет все механики на тебя сваливать, он по чуть-чуть. Одно, то другое будет придумывать. Что такое? А, это его лаборатория. У меня лаборатория в карман поместится. На самогонный аппарат похоже. Сотый аж одурел просто от таких масштабов. Нормально. Так, кнопки у нас есть. Давай мы сначала вот туда пробежимся. Что-то мне вот интересно, что же там все-таки за электрическая какая-то штука была.
это же нельзя спылесосить. И вытянуть тоже не работает, да? Ну, тем более. Не знаю. Ладно, походу сейчас пойдем к этому, к доктору. Это у нас хаб, скажем так, местный. Тут можно зайти там в инвентарь и все такое, в общем, посмотреть карту какую-нибудь. Добро пожаловать в мою лабораторию. Типа бриллиант моего создания, что-то такое, короче говоря. Сыка. Короче, всех, кто работает на короля Бу, говорит, можешь мне помочь их поймать и потом тащи их сюда. Луиджи, типа, я надеюсь, что тех ты их поймаешь, по-моему, ну, что-то в этом роде. В общем, ладно. Вкратце все. Профессор позволяет тебе распустить язык в речи. Да, он такой, да, у нас. Немножко с перчиком. Сука, говорит постоянно. А потом ты, говорит, можешь посмотреть в Галилее тех призраков, которых наловил. Ну, просто вот эту всю фигню, когда они объясняют тебе, как играть и где там что смотреть, это надо просто немножко переждать. Они 12 объясняют, а потом больше особо не пристает. Ну, что прикольно, то что у каждого босса здесь будет своя тактика ловли. То есть кто-то там просто в тебя кидается этими ящиками, кто-то там, допустим, надо его сначала стрельнуть какой-нибудь фигней, потом только его ловить. Как по мне, он норм говорит. Да он забавный, конечно, забавный. К тому же... Что хотел сказать? Ладно. Он дал Virtual Boo. То есть же у нас такая была самая первая виртуальная реальность очки. Virtual Boy они назывались. По-моему, они у нас шли к Дэнди. Ну, к NES, по-моему. У кого, сука, возьми, то и приди туда тоже, сука. Да, он примерно так вот, он всегда и общается. Ни хрена непонятно, но хотя бы, если бы, то, что у нас есть субтитры. Это многое объясняет. Вот, короче, нам дает этот Virtual Boy. То есть, в первой части ты такой же примерно штукой пользовался, только это был Game Boy. Во второй части ты пользовался тоже каким-то таким гаджетом из старых тех времен. Сейчас вот это вот Virtual Boy. Лорен, привет. Лондрин. Так, ладно, погнали. Нам тут сейчас объясняют, чем пользоваться. Это твой девайс, там будешь и все, а из него именно узнавать твои главные задачи, где кто находится. Мы его будем называть ВБ. Он же Virtual Boy, конечно. Ну, чтобы его вызвать, нажимай типа на старт, и будет тебе счастье. А вот это я не помню, что за гаджет. Это у нас куда кнопки от лифта надо складывать. Эту штуку. По-моему, так. Чака, там что-то такое. Ладно. Все, можно валить, в принципе. Сука, говорит. Сука. Все, я устал уже с ним разговаривать. Задачи, да, были, по-моему. Если что, говорит, спрашивай меня, я тебе все объясню, все отвечу. Сука.
おいどろ Ну, действительно, надо с ним хорошенько об этом поговорить. Чего? Персум... Ладно. おいどろ Используй, говорит, свой пылесос для этих, если что, там опять же спрашивал у меня. すくすく Он, すきすき по-моему, он повторяет то же самое. Я могу отказаться от этого диалога? おろろ Ладно. Вот он приставучий какой. Вот. Мультиплеер, экран, бла-бла-бла. Галерея, опять же. Ну, ничего нового. Там наверху у нас этот, какого вот карта, короче. Все. Можно валить. Валить отсюда вперед, как говорится, к приключениям. Сейчас мы кнопки запердолим в лифт. Карта появилась, кстати. А кнопки в лифт поставим и пойдем на другие этажи. Ну вот эта вот мелочь, она будет всегда, по-моему, появляться. Как и в первой части, они постоянно лезли. Да? А потом под конец у тебя просто везде уже призраки вылетают. Че ты не отрываешься? О, открыли, так. Тихо, тихо, тихо. Что-то как-то по чуть-чуть за ним бабла накидывает. Интересно, можно ли как-то отодвинуть там вот этот автомат? Ну, это пошел, Луиджи. Тебе нужно идти в элеватор. Ну, короче, он нас сейчас будет пасти прям ни шагу без него. Ладно, давай ставим кнопки, чтобы он успокоился. Я вот дошел до того момента, когда он дает тебе право Луиджи, короче. Из эктоплазмы можешь еще двойника своего сделать. Разные головоломки решать. Привет, Луиджи, там, ну опять. Вот тебе девайс, который будет делать, ну, как бы, где ты можешь хранить кнопки от элеватора или что-то такое, короче. Что там можешь посмотреть? Это на мониторе каком-то. Так. Они сами вставляются. Вот до чего техника дошла. Все-таки, я думаю, там единиц. Да, это единица. Хорошо, дальше ты посмотришь, типа, на каком этаже на карте. Используй свой виртуальный бум. Сука, короче. Понятно. Все остальное увидишь на карте. Кнопки, бла-бла-бла. Понятно. Давай, все, поехали уже. Сука. Вот кристалла. А, ну да, надо ж типа вызвать этот виртуальный, этот, кстати, Virtual Boy, он также и был весь красный, и люди очень сильно на него же жаловались, то что он там очень сильно на глаза действует. Надо карта. Потом кнопки то ли активировать надо, то ли что-то такое. Пятый этаж вообще. Нам нужно на первый. Это переключение между этажами. Все, этого достаточно. Ай, бля. Так, ладно, выходим. Может, этому очкарику хватит? Ага. Хотлайн. Ну, типа горячая линия с этим, с профессором. Вот. Это дело выбираем. Ябу-ябу. Типа, как? Ябу-ябу. На пятый этаж, говорит, что-то подняться. Вот потом. Все, да? Я могу подняться уже? Да, нормально. Ничего, сейчас, короче говоря,
По первому этажу я еще раз пробегусь, может быть где-то что-то новенькое появилось. Нет, так сразу потом на 5-й. Я уже бабла собрал, 5 кошелей. Блин, а вот как? Вот его бы как бы достать. Ну тут все, да, я уже тут все очистил уже. Вот это вот тоже. Как бы. Тут даже шторы поснимал. Ладно, пойдем наверх. Сейчас, в принципе, я думаю, что я с этого лифта могу уехать. Скорее всего, тут разницы никакой нету, на каких лифтах ты поднимаешься. Пошли на 5-й. Если 5-й этаж, то уже довольно-таки большой. Я представляю, что будет, если там где-нибудь на 25-м, что там. Наверное, полно комнат всяких разных. Они, скорее всего, так и будут тебе по отелю швырять. С 1-го на какой-нибудь 10-й этаж, потом 10-го на 15-й, потом снова на 2-й. Та-дам! А тут у нас будет босс горничная. Усатый сыкунчик. Да, у меня столько гаджетов с собой за спиной, а он все очкует. Тем более, которую часть подряд очкует. Ну, сейчас этот профессор просто никогда не отстанет, наверное, от меня. Yellow. Ну и же запомни, что что-то там важное, какое-то там... Какой-то выстрел. А, он добавил мне выстрел пылесоса. Говорит, попрактикуйся и потом скажешь, как дела. Он добавил мне выстрел пылесоса. Вот этой присоской. Я покажу, как работает. Чик. Ну, тут разные предметы, собственно, притягивать к себе. Просто. Ну, эта присоска как бы не все может затягивать предметы. Ну-ка. Давай, лифт поставим. Ну-ка, давай попробуем. Диван. Чик. Тянем. Ну, да, не получится. Усатый пока слабоват. Но чемодан возьмет. Давай, хоп, затянули, потащили. Ну что, если взяли второй чемоданчик-то разбить. Бам. Пятеро косарей уже набрано. Так. Ну давай я сюда сначала схожу. Шторки. Давай еще. А шторка чуть по чуть, да на это насобираемся. Усатому на погоны. Чик. Все. А тут что за нычка? Угу. У нас призраки шалят. Ну как туда попасть? Я говорю, усатый любит подглядывать прям вообще. В каждую дырку свой нос сунет. Может это фетиш у меня такой? Я думаю, все-таки в ту комнату можно как-то, отодвинув вот этот автомат, попасть. Но он довольно-таки тяжелый. Если он
Не смог. Это будет диван. А, не, нормально. И так сойдет. Пошли туда. Я сразу буду вытягивать. Мало ли. Пару портретиков даже моих. Вон там бабло лежит. У нас в Соколах у реставрированного дома крыша горит. Прям очень хорошо. Серьезно, там пожар, что ли? Плохо дело. Там, наверное, пожарка всякая, да, полетит на помощь. Это какая-то вентиляция явно. Ну-ка давай я сейчас мне вот этим делом. Пик. О. Еще кристаллик. Слушай, а если этот вентилятор крутится медленнее, давай-ка мы его ускорим. А если на выдох? Тоже нет. Хорошо, потом гляну. Еще такой ливень был, как бы, я не знаю, чему там в этой крыше гореть. Тут же призраки были. Или кто там бумагой кидался? Блин, знаю я одно место, где это такой же автомат можно было затянуть бы. Только туда так идти неохота. Ладно, в принципе, к доктору, я думаю, часто будем наведываться, так что носочки одинаковые. Вот это вот странная механика, как у модного бандита, когда он начинает везде включать воду. Так, давай-ка мы попробуем перевернуть. Чик. О, вот так вот это дело открывается. Он говорит, иди в брейфкейс какой-то, ну, в общем, в помещение какое-то. Опа, призрак, тихо, тихо, тихо. Я его не засветил. Давай, тянем. Блин, он жирный. Еще будем. Я хотел на марку собирать. Или его начать. Меня просто по всей арене падла таскает. Ну нормально. И как мы заряжаем пуху. Оп, и сюда. Все, законопатили. Ну, он прикольный. Так-то. Еще тут какой-то проход, но есть же, я вижу. Там где-то он. Подожди, а может быть где-то просто за стеной, вот сюда надо в сторону вправо уйти? Нет. Не знаю, может быть потом, когда двойной этот Луиджи у тебя появится. Стой. А вот прям сюда. Чик. Нет. Она не прилипает. Я думаю, когда второй Луиджи появится, можно будет подобные вещи открывать. Алло, блядь. Алло, блядь. Ржут. Вон там нычка явно. Оп, нет. Нет, слушай, не получается.
Вот где-то прям очевидно. Надеюсь, он усишки себе не порежет. Страшно. Ага. Ну тут явно. Да ладно. А что не приклеивается? Значит, с обратки можно как-то зайти потом. Тут, по-моему, не столько призраков, сколько секретов разных. Интересно, а можно вот сюда зашвырнуть? Чик? Не работает. Ну, типа взять... Ага. Типа взять и долбануть присоской в этот прожектор и потом направить его на бэт-сигнал. Нет, паутина тут не нравится. Их ее затянем. Гадости какие. Подожди, а такая уже в этой комнате был. Просто это плохо было видно, да? Я вот пауканов тут наловим. Короче, всей кровли пришел конец, у нас в городе, видимо, чем ближе к пожарке, тем лучше все горит. Да, такая есть тенденция, то что у нас баня в 2 метрах от пожарной части сгорела. Это вообще, блин, абсурд просто. Блять, а где он? Когда паук там дамажит во все. Что-то еще на потолке по-любому есть. А внизу их до жопы. А что за адрес вообще? Что за дом? Что-то я не могу припомнить. У нас же, по-моему, 2 в этом году дома ремонтировалось. Оп, и вот сюда. Нормально, сломаем. И да, чё ты как этот-то? Вот я точно сломаю. Я просто закрепил плохо. Еще вот я не знаю, зачем жемчужина. Тихо. Пауки атакуют. Ну, нормально. Ну и рожание. Кстати, во всех играх про Марио Луиджи тоже у нас специализируется всегда на призраках. Прям его фишкой сделали. Сейчас мы вот здесь будем горничную. Если бы вместо горничной тут был бы Лидзун, о, это вот голимые охотники за привидениями. О, лишние обои, да? Так, посмотрим, что там есть. Бонус какой-то, что ли? Домный магазин Анюта. Когда-то был с картриджами для Дэнди. Наше детство. Площадь Ленина 5 вроде. А, я понял. Так этот дом уже закончили давно. Они его сдали, по-моему. Когда же они его сдали? Да в начале лета, по-моему. Ну, где-то, может быть, в середине июня. Они этот дом уже закончили.
У меня там кореш живет. Они ему, сволочи, стеклопакет просверлили насквозь. Загнали прямо в стеклопакет, ему саморез. Здорово, Олег. Угу, это какая-то нычка тоже. Опять будем по бордюру где-то бегать. Ну, окей. Чё, как она? Да вот осваиваемся на английском языке с новыми механиками игры. Ну, игра здоровская. Так, не напряженная. На днях катался на велике. Фундамент был разрыт. Не знаю, они, может быть, там что-то еще как бы, ну, пытаются, может быть, знаешь, дорогу рядом с этим домом залить. Но так вообще дом у них официально вроде как закончен. Они там и леса все поснимали и так далее. Но я говорю, что кореш у меня на них конкретно обиделся, то что они ему стеклопакет откосом просверлили насквозь. Ну, то есть припили откос и стеклопакетом ему продырявили. Таким делам. Ну, пойдем сюда, пососем чуть-чуть. Есть что-нибудь на вентиляцию? Вот такая здоровенная вентиляция. Всегда нужно тут обращать внимание на зеркала. Часто механика это используется. Что ты? То есть до этого он с десяток пауков поймал, ничего не орал. Кто-то его испугал прям. Ну, унитаз. Утку. Давай, и утку тоже затянем. Все, да? Я тут вроде никаких особо предметов и не вижу. Олег, чё, как оно, как сам? Ну все вроде. Ну, помню, идет в соседней комнате, будем сейчас с призраком биться. Он у нас сюжетный. О, бабок-то сколько. Бабок и пылюки до хрена. Такая аллергия усатого начнется. Херня, деньги не пахнут. Все вроде, да? Вот если ты потратил, короче говоря, немного хп, то вот такие вот маленькие предметы, разбивая их, затягивая пылесосом, вернее, ты восстанавливаешь себе жизнь. Ну, тут с этим вообще проблем нет. Так, этот шар мы долбанем. Да я подойду, сейчас, подожди ты, сука. Бам. Все, моя. Ты, говорит, открой Virtual Boy, чтобы посмотреть на карту, куда тебе идти. Зубы чистит. У них же нету зубов. И жопу заодно он чистит. Юмор. Юмор от Nintendo. Я больше не хочу на это извращение смотреть. Так. Я был вот в этой комнате? Нет. Тут у мышей полно. Сейчас мы тут порядки наведем. Что-то пока золотых мышей еще не попадалось. Так, стреляем вот в этот сундук и расшибаем его. Он пойдет. Он еще и за призраками подглядывает. Ну, он тут за кем только не подглядывает. Марио чуть что, точнее Луиджи чуть что, сразу пялит в этот, как его,
во все дырки. Я думаю, вот эту картину можно снести. Вау! Все сломалось. Нет, это не активный предмет. Вот эту штучку мы стянем. Серьезно? Это жратва? Усатый вообще молодец в этом плане. И на дуде игрец, на пылесосе свистец. А что не открывается? Ну давай так. Опа. Это бонусик. Тихо. У меня же геймпад чуть из рук не вылетает. Да, потому что тут куча пауков. Сейчас мы насосемся. У нас социало заработал. Это просто бонус такой. С баблом. Так, какой там? Вот эта, да, кнопка. Прилично бабла тут насыпали. Молодцы какие. Все. Я тут больше вроде ничего не вижу. Да и геймпад успокоился. А давай-ка мы вот эту тележку попробуем заездить. Чик. Бам. Прикольная вот эта механика, когда он там присоской шпандоривает, а потом ее через себя кидает, прям что-то рестлингом подтягивает. Бабки и пылесос. Все верно. Я говорю, тут призраков столько нету, сколько тебе бабла сыпят постоянно в каждой комнате. Говорится, сосать не пересосать. Есть что в люстре? Да нет. Вот. Марио... Нет, ну тут по сюжету как бы Марио у тебя в картине заключен. Пич, Марио, Тодды, а их всех поймали как бы, и они там в картинах тусуются. Вот тихо. Ты должен их типа освобождать всех до конца игры. А потом с Боузером будешь биться. Ну, так было и в первой части, и, наверное, в остальных. Так что... Все в принципе, элементарно. Ну вот хотя бы отличную тему добавили, то, что он теперь может быстро бегать. Иногда это было очень много. А тебе надо с одной части... Вот какой-то волшебный гольфист, что ли, жил. А тебе надо было с одной части особняка, надо пердолить до другой, как бы, это очень много времени занимало. Оп, затянул одеялко. А там гондоны. Думаешь, как деньги, наверное, для проституток оставили. Ты же уборщик, недорого и быстро. Вы же у нас охотник за привидениями. Хуй ребенок, а вот Ghostbusters. Дай шарики затянем. В текстурах просто разбитая... Как вам? Застряла, короче, мешок для гольфа. Разбитый в текстурах застрял. Черепа в ванне. Прям как в лучших традициях Хичкока. А баблишко я возьму. О, тут... Точно, сколько надо бабла набрать на концовку? Ну, типа, лучшая или не лучшая, там, типа...
Любитель заглядывать в дырки. Ну да, он там этот какой. Любитель пылесосить волосатые гнезда. И так далее. О, это будет битва века. Давай. Можно будет троих бахнуть? Опа. И тянем. Это на канале ТНТ. А чё этого тоже затягивает? Я же его вроде не светил. Да, он драть хочет. И все? Что-то как-то это... Oh, yes. Пока простенько, все простенько. И, в принципе, первая часть тоже несложная была. Первую часть вообще я там прошел за 3 стрима, по-моему. По 3 часа. Это примерно, ну, часов, наверное, 12 будет, я думаю. Это нычка какая-то. По-любому нычка. Жиза. Вот и опять бабки. Ой, тут почти каждый предмет деньги содержит. Ходи, как говорится, до пылесоси. За всю хурму рубацкую. Чик. Нычка. Я думал, кристаллик какой-то, нет? Так, вот тут у нас сюжетный босс. Он помечен восклицательным знаком. Давай мы еще одну комнатку быстренько пропылесосим. И все. Oh my. Uh-oh. Где-то еще мансарда какая-то была. Тихо. О, вот это надо золотую ловить, мышь. За нее бабок дают стопудово много. Да не то ты хватаешь. Ну, поймал. Чик. Ну, тут вряд ли что будет. Можно вот этот, наверное, бидончик долбануть. Оп. Ну, мышь, это какая-то белая. Альбинос, походу. Это тоже можно разбить? Вот какой диверсант, а. Я все порасхерачил. Ну, тут сюжетный этот босс будет летать из комнаты в комнату, так что чем тут будет меньше предметов, тем лучше для меня. Нет, слушай. Можно, да, по-моему, опустить? Да. Я говорю, прям каждый почти предмет бабло содержит. А что, ништяк, так бегаешь, в свое удовольствие сосешь. А тут ничего. Почему? Ладно, об этом историю умалчиваю. Дальше пошли. Вот тут. Все расхерачено. Так, ну давай куда-нибудь. Вот это, допустим. Бам. Ну, это прикольная механика, не знаю, почему она мне нравится. Просто крушить все. Стой. Это так затягиваем. Куда я, наверное, попозже пойду. Стой, наверняка же. Да я подойду сейчас, но не ори ты. Меня Пугалкин достанет просто. Мертвого. Нет, слушай, не так. А вот так. Ну, думаю, это зеркало тут не просто так лежит. Потом надо будет с ним что-то сделать. Я пока не понял точно что.
Ну вот это определенно хреновину надо выдернуть. Вот только да, присоской. Чик. Потом засветить. Пылесосер. И заработала вентиляция с баблом. Ну, пойдем пособираем. Массовый засос. А как туда попасть? Так, надо вот этот сундук расхерачить. Бам. Какие-то флакончики еще. На алкаш какой-то местный жил. Дигалончик побухивал. Да и все, тут больше делать нечего. Ну ладно. Ну и хорош, короче. Все, можно отсюда валить. А соседняя комната там у нас. И босс, и мансарда еще заодно. На мансарде тоже там мини-босс такой. Греческим носом она. Да, действительно, не знаешь, куда деть чемодан, сложи его. А жопа не пролазит. Потиснула все равно. Так, давай мы для начала. Короче, вот эту комнату зачистим. Все, да? Потом уже пойдем ее ловить где-то. Пока ее там поймаешь, уже 10 тысяч лет пройдет. У нее там хп там что-то под 200 или под 300, по-моему. Та-дам! Эй, шторки смываю, ничего страшного. Вот. Вообще, наверное, сейчас лучше, да, на мансарду сходить. У нас же балкон. Ой, рядом. Кто-то запасливый, на бабле спал. Полный матрас денег. Да? Профессор? Да я иду, да. Иди, говорит, за ней, там туда-сюда. Лови ее. У меня, говорит, ее чемодан мой. У нее. Торопуга. А это что? Кейс не разбился, что ли? Ну-ка, иди-ка сюда. Не, он пустой. Что делают эти штуки? Может, мне засветить? А, похер, давай так. Ну, слушай, в каждой еще и бабки есть. Будем ломать, что ли, каждый? А нет, остальные уже не ломаются. Ну и ладно. Так, ну тут вроде все. Мелочи тут подсобирать. Приемник у них, да, такой? Я вижу туалетную бумагу из денег. Чили. Ну, нормально. Кто-то слитками какал.
Ну и все, по-моему, да? Тут больше делать нечего. Все, Oh my. мансарда и потом за бабой. Этот лишку разный был пылесосы. Так вот, да, возможно, деньгами подтирался. И еще заодно этот. Заодно этими слитками гадил. Кощунство, да, какое? Будем звать еще. А они прикалываются. Да, наверное, зря, да, так сделал. Улетело немного в угла. Ну ладно, фигня какая. Сейчас кремирок будет. Да, это беспокойный призрак. Иди-ка сюда. Это вот. По замедленным. Слушай, к нему кристалл даже выпал. Да, я думаю, тут и все, да? Hello. Не знаю, зачем кристаллы. Может, потом объяснят. Так, все, идем, короче, мы за этой бабкой. Еще надо перевалить вот этих ребят, что ли? Ну да. Не всегда получается сразу двоих. Тихо. Ну, они медлительные пока особо проблем не вызывают. Вот из сюжетных можно конкретно по щам получить. Давай, иди сюда. Все. Oh yeah. Бомбулики потерялись. Все, пошли за бабкой. Она у нас типа сквозанула в какую-то из дверей, но никто не знает в какую. Но у нас есть вот этот вот волшебный, фонарь с ультрафиолетом. Ну ладно, она и тут так тусуется. Ее сначала вот так вот надо, и потом тянуть себя. Все, и она удрала. Причем ее не надо засвечивать, она как бы от этого, от ударов уже бьется. Yellow. Профессор достал уже его, серьезно. Сука, говорит. Сука. Oh, bye-bye. Надо у нее чемодан тот забрать, а потом отнести его профессору. Yeah. Ладно, зловеще там спряталась. Да, на геймпаде, конечно, целиться не очень удобно. Удобно целиться. О. Улетела чуть-чуть. Нет, тогда фонарь просто он как этот, типа эктоплазму. Вот. Сейчас можно засветить. Вон, видишь ее сбоку, с левой стороны, ее силуэт, куда она проскочила. Ну, типа, прятавшихся призраков можешь и там искать. Вот. И вот так вот. Хотя я про этого совсем забыл.
И вот они оба уже удрали, да, по-моему? А нет, один еще тут. Он прям рядом. Тихо. Вовремя его на самом деле. Бля, что он такой жесткий-то? Падла какая, а? Нет, он еще тут, я по зеркалу вижу. Че, не спалил? Да, помещение маленькое, он тебя херачит во все стороны. Ну все, нормально. Oh, yes. Он как бы покойник. Ну, в смысле, прошу прощения за тавтологию. Oh, my. Uh-oh. Бабку дальше искать. Huh? А я думаю, что она все-таки в самой первой комнате. Ну, прикольно то, что можно гироскопом светить. На, вон она тут. И туда. Ну, плюс-минус автомат. Ну, а чё ты едешь? О. Не близко, прямо от землю. Все. Ура! Так, берем к чемодану. Yeah. Ho-ho. Надо профессора тащить, заодно там есть один, Hello. как он, один автомат, который я еще не юзал. Daddy. Кнопочка 3, да, у нас появилась. Luigi. Oh, yeah. Все, ты нарадовался? ヤマンバーポエ発砲 Все, говорит, кнопку ты получил, верни мой этот, как его, チャッチャチャッチャ чемодан. Я не знаю, надо сейчас ходить к лифту, чтобы кнопку эту впердолить или нет. Oh, yeah. Он автоматически это делает. Не надо больше заходить обратно в этот виртуал бой, короче, там накручивать. Oh, Засосали бабку, да. Совершенно верно. oh, yeah. Затянули. ヤボヤボ Ябу-ябу, у тебя есть типа кнопка третьего этажа. 簡単 Ябу-ябу. Вернее, говорит, кейс в лабораторию. А он у нас вот здесь получается. Ябу-ябу. Они вообще не парились, они просто взяли. И все его диалоги, там ябу-ябу, сука-сука, короче. Они с первой части даже еще с Nintendo Wii портировали базар вот этого, как его, доктора. А тут, в принципе, и Марио тоже особо интеллектом никогда не отличался. Так, у нас вот здесь есть волшебный автомат. Не притягивается, да? Почему? А так работает. Чик. Книжка подобрана. Ну да, второй раз, естественно, с него. Второй раз на него уже не этот. Не выпадет с него бабок. О. Сейчас мы еще тут картиночку затянем. Будет много бабла. Ну не. Давай. Вот, и профессор нам сейчас обучит такой механике, то что из эктоплазмы мы сможем второго Луиджи делать. Кстати, а там же у нас был еще наверху. Наверху был кристалл, а как его подобрать? Да, ну ракурс тут, конечно, волшебный, как обычно. Вот прямо надо мной.
Есть кристалл. Хер знает, ладно, пойдем отнесем. Ябу. Пусть он мне это пылесосное дно прокачает. Надо к нему, да, подойти. Окей. おろろおど Я примерно до сюда доходил, когда смотрел, что за игра, как работает. Uh-huh. Возвращаем ему чемодан. Oh. あっぽんちゃっちゃちゃっちゃ Чака-чака, говорит. Тут у второго чувака, сделанного из эктоплазмы, будут звать Гуиджи. Я, наверное, думаю, что они над этим именем думали, ну, примерно секунды полторы. Он, говорит, сможет тебе в некоторых местах помогать. В очко ему пердолил Гуиджи. Окей. Пойдем, говорит, практику проходить. Oh. Wowie. Ah. Uh-huh. But I. Заловили. Теперь усатым можно будет пользоваться. Как дешевая женщина. Так, ты, говорит, не беспокойся, все там будет нормально, ты сейчас выберешься отсюда, только спроси меня как. Гуиджи поможет тебе, типа, выбраться, только нажми кнопку R, и чтобы его обратно затянуть, нажми R дважды. Все, выкидываем этого Гуиджи из очка. Типа, получилось, это новый твой ассистент Гуиджи. Ну, Марио, короче, прям вырубается, точнее не Марио, а Луиджи, он вырубается. Ты не можешь никак по ходу взаимодействовать, не знаю. Теперь работаем за Луиджи. Это типа его тело там что-то как-то... Ай, ладно, короче. Я запомнил пока что нельзя по воде за ним бегать. Сука. Вот они так все базарят. Сука. Так, главное, короче, по воде не носиться и все пока. Единственное, что тебе объясняют. А также у него, в принципе, пылесос там на сасы высосы у него работает также. Все. Пик. А, надо, короче, еще потянуть, да? Потянуть, а потом на Луиджи переключиться. А тот меня этот профессор не отстанет. Все. А мой двойник, короче, будет удерживать эту кнопку, если ты на Луиджи переключаешься. Я понял. Шли обратно в лабораторию. Ну, да, он сейчас на меня опять не слезет. Там хорошая работа, в общем. Все отлично, пойдем дальше собирать призраков. Надо херачить на 3-й этаж. Он объясняет про мультиплеер в игре, который они там всей студией делали, короче. Вот. Ну и если что, говорит, тебя если мультиплеер не интересует, иди на 3-й этаж. Цыка. Блин, а можно с ним еще раз не разговаривать? Посетитель типа в отеле магазин? Все, я хочу с этой суки выйти. О, наконец-то. Я вот, кстати, что вспомнил. Подожди.
А он у нас может через решетки шастать? Да, слушай, прикольно. А меня током, наверное, да, сейчас шибанет. Ну, хоть бабки дадут. Дерьмо призрак, да-да-да, он говноголем. Блин, а как эта херня работает вообще? Через решетки он просачивается, это как бы прикольно, но... Они вот мне показали то, что тут мышь шибанула током. Вот здесь, может, автомат этот работает. Нет. И когда так он близко подходишь, он сразу же начинает просачиваться через решетку. Да и все, мне тут ничего не сделать, походу. Подожди. Где-то вот тут кнопка X была. Ну. Вот. Я там 2. Ну ладно, пошли назад. Ладно, воссоединим. А как его притягивать теперь? Мне бы его всосать. Ну, всасывать обратно. Просто двойное нажатие стика. Понял, принял. Где-то в прачечной, да, у нас кристалл еще не собранный. Вот он. Сударь. Чпок. Да, можно и остальные машинки подергать. Мне надо бабла. Еще немного. Так, ну вроде все. Здесь определенно, да. На первый этаж. На третий. На третий надо топать. По крайней мере, что-то я как-то не припомню других каких-то лазеек, что можно какие-то обойти, посмотреть. Так, третий этаж. Паника, паника, паника. Его аж притормаживают маленько. Вот всякие шейдера аккумуляторные грузятся. Кстати, игрушка-то считается одной из лучших на Nintendo Switch. Что это за обойки такие подвижные? Так, ну-ка давай. Чик. Прососался. Ты собрал? Я думаю, что да. А это, наверное, неподвижная. Ну да. Как она забавно ему к нему обратно бочком прыгает. А там карта, да, я так понял? Ну, что-то как-то она не информативная. Быстро.
Да, в первой части там прям очень много бабла падало с люстр. Со всех. Ну, ключ. Угу. Половина этажа вообще у меня закрыта. Тут еще можно упасть сверху. Там сортир закрытый. А если вот так вот прижмет? Хорошо заколочено. Вот изверги какие. Ну, может быть, будет переход просто с одного сортира в другой. А? Только что же было взаимодействие. Ну, вот это вот точно надо отрывать. Чик. А тут, наверное, Гуиджи надо будет запихивать. Что за механика с этим открыванием кранов? Странно. Не, может быть, конечно, потом это очень будет важно. Первак. Тут только сраные бумажки были. Что это за говноголем тоже? Луиджи напомнил того типа с Брюса всемогущего, у которого из попы обезьянка вылезала. Я вспомнил, которая там банда, да, каких-то этих гопников на него напала. А если Гуиджи станет жирным, тогда он будет, его появление и обратное залезание будет напоминать сцену, где Джим Керри во втором Эйс Вентура из Бегемота вылезал. Что-то мне кажется, вот здесь нычка. Да ладно, нет? Не присасывается. Так, ну а вот тут-то у нас этот зеленый поместится. Да, смотри-ка, он еще вот маленькие эти отверстия залезает. Что-то надо с водой делать. Он как бы сдохнет в воде. Надо как-то воду перекрыть. А вот так до этого не добраться. Подожди. Если стукнуть, то уронится. Вот такое себе. Можно что-нибудь притянуть, вот типа картины? У меня это вообще как-то не очень. Может, дверь затянуть? Ну как бы, что это даст, да? У тебя просто будет дверь закрыта и все. А промежуток как бы боже какой. Да, и он умирает. Хер знает, что тут делать. Как-то воду перекрывать. Кореш, что у нас... А, ну все нормально. Кореш у нас в очке. У нас появился друг позаду. Что с водой это делать, интересно?
Это новый босс, охранник, и у него только одна кнопка. Такой типичный охранник, секунд. Ты подожди, что для этого еще и ключ нужен? Ну-ка, ну-ка. Ну, у нас явно на втором этаже. Все остальное закрыто, да, стопудово? Ну, да. Так, Луиджи, ты видел это? Этот охранник нес с собой кнопку от лифта. Он типа прятался походу в офисе охранников. Типа, давай, дуй за ним. Подожди, у нас тут еще он. Это кафешечка. Вот это дело тут подзасветил. Да ладно, че я типа не попадаю лучом? Может ниже взять? А сейчас этот профессор задолбает просто. Надо было его игнорить и трубку не брать. Что-то я как-то особо ходов не вижу. А вон, да, он получается свалил. Что это за ключ такой? Это ключ от чего вообще? Целая монета. Нахренеть. Вот тут ведрами раньше сыпали монеты, сейчас что-то как-то вообще ни о чем. Помидорки. Ну это и отсюда и ключ. Да. Да не подходит, что ты тупишь? Я не знаю. Нужен типа другой ключ. Этот ключ от другого места какого-то. Опять подглядывать. Но если у него бубны, тут у нас пика. Он типа смотрит, куда подходит, куда нет. Я надеюсь, Гуиджи поможет тебе. Сука, говорит. Так, ну давай тогда начнем. Хотя бы. Да все, отстань. Сейчас мы Гуиджи, короче говоря, протиснемся вот тут. Чик. Ни хрена тут диверсия просто. Сейчас Марио привлекут за уголовщину. Все размотал просто.
Так. Давай, и вот сюда. Да ладно, что не разбить-то? Я же вроде хотел. Плохо, что нельзя как-то целенаправленно на это дело лупить. Слушай, а может достаточно ключиком открыть? Ну, вот кассу открываешь, и у тебя открывается сразу все. Посмотрим. Да, бандит какой. Ну, надо будет вниз идти сейчас. Да, я такой же, что ты. Не работает. Ошибись, еще ключ лови. А у нас такой же, да? Только хпшки у меня маловато. Ну, эти вроде не сложные. Да, понятно. Блин, а как за кристалл достать? Главное, этот голову поднял, порадовался и обратно отключился. Так, ну давай попробуем. Тихо. Тащи, тащи, тащи. И вот так. Вот. Нормально. Ай, давай и остальное тоже пособирать попробуем. Тащи. И потащили. Прям бандит какой, а? А, и там даже ничего уже собирать. По чуть монеток. Херня, короче. Так, давай, обратно, прячемся. В жопу нашего собрата. Надо вниз идти. Ну, меня по всем этим протащат. Так. Ключик на месте. Давай, наверное, мы сначала сейчас мелочь эту пособираем. Пила голубей. Что-то какой-то редуктор, я не знаю. Давай-ка попробуем, может его как-то запустить можно. Да, нет. Так, платье. Срываем. Что это диверсия вообще? Я думаю, тут будет еще одна секретка. А? Что он там прикрывал? Это сиськи. Все. Один будет только. Это ужас. Так, давай. Тут наверняка же. Наверняка же что-то в зеркале где-нибудь, да?
Вот с прицелом присоски как-то тяжеловато немножко. Причем она еще не везде липнет. Что-то ни в одном прижмаке нет, денег ни хрена. О! Вот это бабки. Так, ну все, да, по-моему, можно уже идти взрывать кассу. Время обносить кассу. Че, трек или пик? Пик. Еще с трубкой. Ага, этот ключ был призрак. И? Это бабки все? Неплохо так. Я сорвал кэш просто. Оу! Сколько маленьких чуваков. Ну-ка давай мы их оптом. Ни хрена они угарны. Мелкие, но вообще убиваются просто на раз. Понял. Это главное оптом светануть, и потом они сразу же дохнут. Что руки хранит в вещевом отделе? Что за хрень? Руки были сушеные, да. Что такое? Короче, тут, по-моему... Вот это еще. А. Ладно. Больше тут, в принципе, ничего полезного. Ключ я взял. Давай. Пики у нас на втором этаже, да? Да, тут треф. Тоже будем еще как-то. Это Бу? Нет, это еще не Бу. Но еще будем как-то и Бу еще ловить потом. По крайней мере в первой части ты типа должен сотку Бу поймать. Но я к концу игры поймал сотку этих Бу маленьких. Некоторые прям вообще сложно давались. Это какие-то скелетические шары, говорят. Там нужно что-то их там... А, тебе нужно засветить их каким-то светом. Dark Light'ом. Надо тебе узнать, как они туда пробрались. Погоди. Ну-ка. Просто достаточно насветить на них и все. Чик. Какие-то странные привидения. И все. Это и света не потребовалось особо. А, это ручка. С ушами. Денег. Тихо. О, вот это крутая нож. Иди сюда. А, ни хрена, вот тут несколько золотых. Ай-яй. О. Такого много. Еще будут выше? По-моему, одна удрала. Одна золотая вроде удрала, кто успела. У нас холодильник. Подожди. Да. Он постоянно эти краны дергает. По-моему, одна мышь сквозанула на кухню куда-то.
Идем на кухню, посмотрим, что там есть. А? И, давай. Так не очень с такими призраками в маленьких помещениях биться. Еще не все. Поймал. Иди сюда. Готов. Прилично так бабок с него навалилось. Да вроде и все тут, да? А, вот эту штуку я светил, и я не мог в это попасть. Что это за кофемашина? Я думал, сейчас взорвется. Еще немного денег. Ну, открывай. Ну и в принципе-то и все. Шли кассу взрывать. Ну, кассу брать. Из-за хрен такой. А. Мажор. Местный. А у него очки. Ему типа в глаза не насветить. О, иди-ка сюда. Ему надо как-то попасть в очки. Вот. Их не сбить. Вот. Стой. Да, ё-моё. Где он? Давай. Ему надо сначала настрелять в башку. Я отобрал? Так, все, очки я забрал. С горем пополам. Ладно, не ори. Первый призрак, кстати, он очень мелких позвал. Их еще больше. Так, ну тут гадалки, ай-яй. Давай-ка мелочевку тут затянем. Да, мелкие сразу попрятались. Все, а когда у него успел уже очки собрать? Стервятого. Еще как-то хп успел остановить себя. Так, ну и все. Ключ 3 собран. Пошли. Сейчас последняя комната и потом к охраннику. Западло, да? Ну это он там прикалывается. А как сюда пройти? Ключ есть, ну. Есть ключ, но... Подожди. Ровнее чуть-чуть. Нет, слушай. Как упасть внутрь?
Есть ключ, который нельзя применить. Давай попробуем назад вернуться, там где он сидит. Не, ну понятное дело. Этот ключ не работает. Тебе нужен ключ от другой комнаты. У тебя, точнее, по-моему, есть ключ от другой комнаты. Ну, в общем, что-то он в этом роде говорит. Но как? Там уже ни решетки нету. Не понимаю, что он несет. Так. Может быть... Нет, разбить стекло не получится. Его не притянуть. Ой. Как-то это так вот и работает, походу. Так, и... Вот только что шевелилось. Я что-то такое тут делал. Просто... Нет. Ну, есть ключ, дальше-то что? Надо как-то в магазине стеночку приподнять. И говорит, как-то на этого кореша своего переключись и на вакууме что-то сделай. Ну что, это кошмарно, он только базарит и все. Слушай, а может быть вот эти вот надо покрутить? О-о-о. Надо только вдвоем это сделать. Так, один уже крутит. И второй. Ой, решено. А, ну тут все равно надо будет на этого, на Гуиджи переключаться. Так, давай-ка мы на паузу, перекрутик 3 минуты, да, и пройдем остальное. Я подойду.
Подозрительно, тут ножнички как-то летают. Никаких призраков тут не вижу. Ладно, позатягиваем пока. Может появится кто. И все, да? Что делать надо? Либо просто сейчас в руках сходит с ума. Колбасит все. Допустим. Что мне это дает? Ну, с магнитами надо что-то делать. Ну, вот так. Нет. Где у нас цирюльник? Бродобрей. Давай ему накосячим, воды откроем. Может, сюда вообще выйти надо для начала? Странно. Вот ножницы летают. Куда ты заходишь только? Я думаю, надо заходить и сразу же как-то на них светить. Правда, их не заметил даже сразу же, где они находятся. Ну-ка. Вот они. Малыши, карандаши. Давай все сюда. И все, да? Может, на втором тоже ящике? Странно. О. Это прям... Это шаровые волны. Все, готово. Ну, это несложная была загадка. Все, наконец-то у нас ключ подобран. Сейчас пойдем охранника кошмарить. И ты подох сразу же. Не, ну он у меня... Стой, подожди, если тут у нас вода, то может быть ее теперь там нету. Пойдем-ка сходим, проверим сортир. Чё-то мне сдается. Теперь эта штука будет работать. Ой, блин, как... Не, слушай, по-прежнему. Может быть... Нет, давление все равно не падает. Меньше не стало.
А если вообще везде включить воду? Так, один хер. Нет, так не пойдет. Окей-окей. Окей-окей. Я не знаю пока что делать. О, По идее, надо как-то понизить давление. Не знаю, может быть, после того, как пройдешь этого охранника, может быть, потом появится эта штука. Ну, западло какое. Я не могу персонажем управлять. Что делать, демон? Явно не охранник. Ну, вот это. Так, во-первых. Так, ну это серьезно. Тянется? Нет. Что с ним делать? О, так, мы с ним недолго, походу. Бля, лютый какой-то. Ну-ка, давай-ка мы. Лучше второго запороть. Чё, я не успеваю. Так он его добьет сейчас. Ну все, он подох. По идее, сохранение это прошло. Сохранение было где-то рядом. Good night, да. Что-то 2 сотки у него прямо, они это очень долго я буду вытягивать. Сейчас попробуем его так засветить. А, надо обязательно подниматься. Так катсцена не сработает. Бля, площадку-то для драки дали вообще какую-то мизерную. Да, еще ультрафиолетом попробуем его закошмарить. Ну как-то вообще ни о чем. Он меня выносит быстрее. Может лучше подняться? Нет. Не вариант. Да твою мать. Он даже особо сделать-то ничего не дает. Блин, мочит и мочит. Там, походу, подсказка была, походу. Что с ним делать?
Нет, не точно. Может быть, его туда, к воде надо отвезти. Вот прямо возле воды попробую тусоваться. Нет, не вариант. Ну, это вообще жира у него полно. Я вроде цепанул. Нормально, сейчас сделаем. Делал. Ну, затягиваешь его или что? О. Я чуть-чуть, да чуть-чуть. Поехали. И все. Oh, yes. Почему этого не получалось с первого раза, я не пойму. すぐすぐ Что-то там какой-то агрессивный, ты его поймал, окей. Типа у меня все в порядке. И денег за него особо много не дали. Ну ладно. Пойдем охранника ловить. Скорее всего, охранник будет попроще, чем вот этот чувак. Не ждали? Он хочет туда слинять. Он слишком жирный, чтобы встать. Или какой убасанный у него. Так. Ну да, это вряд ли как-то поможет. Мы здесь чувака-то своего прячем. Подожди. И... Оп, встретим. Че, вообще никак? Да, вот так. Угу. А он еще водой швыряется. Давай, 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 иди сюда. Блин, он таранит пузом. Ну, в принципе, покер у нас Гуиджи бессмертный, так что... Много на него светить надо. О, нормально. Пошло дело. Заряжаем. Где он? Падла какая. Что ты устал? Не очень то, что у нас Луиджи куда-то в сторону отходит. Надеюсь, не заденет. Че он не ловит-то? Опять. Неудобно какой-то чел. Блять, опять отскочил. Ну тот.
А, сразу же, ваншот. Я говорю, благо то, что у нас этот Луиджи, ну, просто бессмертный. Его можно призывать сколько угодно. Давай, давай, блядь. Если я его тут один раз неплохо так заловил. А получше держать просто его надо. Падла какая. Так, давай близко к нему не подходить. Вот, не то. Я думал, его типа он выдохнулся, и потом можно будет его мочить, но нет. Что-то надо по-другому делать. Я присоской попробую. Нет, присоска он сразу отбивает. Так, очки надо стягивать с него. Я только что-то сейчас обратил внимание, у него очки есть. Блять. Надо дважды ему насветить, что ли? О, точно. Ну, уже проще. Давай, где он-то? Причем у него очки всегда разные. Сложно в том, что Луиджи постоянно подыхает. Ну что там один удар? Скорее всего, его вряд ли как-то можно прокачать. Да просто не пролазит, его надо ногами обрамовывать. Чик. По-моему, у него кнопка была от второго этажа. Сейчас мы тут. Ура! Я на банане поскользнулся. Граммофон наверху с ума сходит. Давай тут все соберем. И все остальное. Чё-то как-то тут и не густо. Все, халява кончилась, типа. Больше бабок не дадут. За игру. Очнись, усатый. Кнопка у нас. I did it! Окей, окей. Вторая. Так. Что там мне сдается, это можно как-то этот сейф открыть. Да? Под столом-то есть что-нибудь? Кроме жратвы. Да нечего-то как-то не особо тут. Блин, а что же делать там с сортиром?
Пойдем проверим, может быть что-то изменилось. Туалет у нас получается нет. Слушай, выше все равно по карте. Ну-ка. Я еще даже в той части-то особо и не был. Да, вот как-то тут бегаешь. Но вот здесь не был. Чтобы сюда попасть, походу, надо вот здесь сначала побывать. Посмотрим. Да, просто я сбегаю, проверю, короче. Если нет, то нет. Как-нибудь она потом, наверное, откроется. Все равно вода бежит. Ну да. Хотя тут как упасть с другой-то стороны, из потолка тоже не получится. Что можно сделать? Посветить. Можно долбануть этой, как он, присоской, ну а куда тоже? Ну это мне особо тоже ничего не дает. Чем-то забить слив тоже не варик. Ладно. Не знаю. Все, короче, что-то собрал. Заходим. Поперли, короче, на второй этаж. Я вот не знаю, надо этот профессору все время призраков сдавать, как в первой части. Или так сойдет. Луиджи, элеватор, что-то, ну, короче, типа открыл すくすくウィン второй этаж. Всё, поехали. Эй, о. Меня закрыли с демонами в отеле. Я даже за сколько? За 3 часа и половину кнопок не открыл. Я думаю, что игра где-то, ну, часов на 15, наверное, может быть, побольше. Здрасте. Хотя я же ехал на второй этаж. Я тут начал. Что я тут делал? Что это? Это собака. А что надо-то от меня? Она прям хочет, чтобы я именно через ту дверь зашел. Да. Как это сделать? Ну давай этим гавриком попробуем. Нет.
А что надо-то, я не пойму. На каком-то этаже была кнопка. Точнее, не кнопка, была какая-то комната, которая меня не пускала в коридор. По-моему, так она здесь и была. Или нет? А мне вообще отсюда не дают выйти. Ну нет, дает. Надо еще попадать. Походу. Ну-ка, в другую сторону. Может, от тыквой запулить? Ну, куда ты мне тыкал? Ну, такое себе вообще. Какой-то ни о чем. Она вот так вот немножко повернулась и все. О-хо-хо! Я хотя бы этот кристалл собрал. Я. Хо-хо-хо! Дай подглядывать. Хрен знает, был я тут, нет. Так. Мне там прям собака показывает, куда идти. Но туда не пробраться вообще. Что надо? Ты прям сюда попади. В эту дверь не пускает. Тут почему-то мигает один цвет. Ну, куда его второй попробуем как-нибудь попасть. Стой. Вот и все. Блин, а были ли тут еще какие-то двери, которые я не мог так открыть? Что, по очереди? О май. О-о-о. И тут был призрак. Окей, еще 3. Один и олд белый. Пойдет. Что-то там какой-то бонусик заработал. Ачивка. Кстати, странно, тут призраков нет. Чё орать-то?
О. И семья. Подожди, ну-ка давай жопу засандолим. Нет. А если врыло? Тоже не то. Я думал, это какая-то гениальная загадка. Слушай, по-моему, предметы, которые вот точно можно подцепить на этим рисовской, они прям это какого очевидно приклеивается на клон. Так, собираем. Может быть, по свинье надо шкафчиком долбануть? Ну нет, я не могу двигать никак. Только разбивать. Давай свинью закружим. О! Шикардос. Так и все походу в этой комнате. Прикольно то, что тебя сохраняет прям каждую комнату, знаешь. Ведь в любой момент можно выйти из игры, там, без проблем продолжить потом. Сейчас мы этот столик отодвинем, это у нас срезка будет. Подожди. Че не прислушался тут? Херак. Ну давай, наверное, туда пройдемся. Собака прям меня ждет все равно. Так, в этой комнате точно все. Да, и тут, по-моему, да? Ну-ка, давай вот так вот. Что-то вот мне сдается то, что вот тут где-то. Нет. Не то. Как-то туда за стенку можно попасть по-любому. Ну, это не обязательно, как бы, если ты что-то не можешь что-то сделать, но тебя за эта игра не накажет. Короче, надо так же делать. Так, мы тут в парикмахерской чилили. Но для начала давайте мы вот сюда прогуляемся. Снова вагон бабла можно насобирать. Че там затягивает с дырки? О, тихо, тихо, иди-ка сюда. Все, затянули урода какого-то. Шторки давайте. Все пойдет. Брат, как к доктору придет, короче, как вывалит просто все содержимое пылесоса. У них лаборатории не хватит. Ну, гаража заодно. Так, ну давай сюда. В принципе, это без разницы.
Чик. Чик. Кто-то. А? Она, по-моему, такой быстрый прыгает. Ну, ловится тоже быстро. Кристаллик за него целый дают. Прикольно. Да? Погоди, призраку не дал, короче. Неплохо. Вот опять срал деньгами. Ну или деньгами. И пузырями заодно. Ну туда можно пройти. Это соседняя параша. Ну, походу, призрак какой-то жирный, но не зря же тут он только еду. Просто на ровном месте. Просто что может, ни хрена, что может делать еда в туалете? А можно и так, да, можно вырывать, короче, эти двери. Давай вырывать двери. Полный дестрой. Что-то как-то не густо тут. Не, ну хотя, в принципе, что, бабла я тут неприлично насобирал. Он просто к своему Луиджи он залезает в этот с таким звуком, как будто как понос какой-то. Надо подглядывать. Спасибо, я тут был. Ну тут, естественно, закрыто. А нет, теперь открыто уже. Ну ладно, все равно я тут все сделал. Пошли, короче говоря, к собаке. Тут надо нам вдвоем встать и свистонить. Все. А, это загадка. А пройти бы я и так смог, да? Ну, влезай. Пока там договорятся между собой. Везде жратвы полно. А, ну да, это же ресторанная какая-то локация. Там с правой стороны куча привидений. Ну ничего, я сейчас это не торопясь, все пособираю. Подраться мы с ними всегда успеем. Кстати, вон там у нас еще нычка есть. Для зеленого. Залезает он тут, но вылезает наверху. Не, ну реально как понос.
Валин Сыч. Думаю, что в конце игры где-то, ну, не лям, наверное, но соточку другую денег можно будет, походу, собрать. Такой скоростью, как их дают. Чик. А в дырку что можно залезть? Зашихариться решил. Здрасте. Всё, хана. О, попадос. Он сейчас будет издеваться над ним. Ну мы их вот там сейчас большинство убьем. Ну тут по 3 просто. Ничего страшного. Не беда, что парочка там убежала куда-то. Давай, и этого сюда. Да, точишь одного, второй лупит. Плохо. И друг от друга тебя отбивают. Блин. В принципе, если да, если ты, по-моему, начнешь его пол колбасить, они тебе уже ничего сделать не могут. Главное начать. Блин, а может быть хпшкой накидаете? А, не пройти. Вот, хпшка. Тихо, подвинься. Нормально. Живем. Второго бы тоже поймать. Какая, сейчас полечимся. Если не у них в комнате, то у других. Я думаю, что тут столько жратвы, что он сейчас отхилится просто полностью. Главное, повнимательно, главное, пропылесосить все. Ну, по-моему, по призракам это еще не все. Будет еще, походу, кто-то там базарит в правой стороне. Оп. И это собираем. Те шторы можно запылесосить? Нет. По-моему, там повар. Пошли повара убивать. Все горит. Может быть, можно воздух типа посвежее сделать? Ничего же не видно. Дядь, вы что тут делаете? Так, ну надо, по-моему, тогда лучше с водой сделать. Может, раздуть надо наоборот?
Что-то ты не одно больше силы. Я не понял, что мне написали. Ладно, мы его потом собираем. Не дает пройти. Ну, вот тут вот есть пожарные краны. Больше силы. Так. Значит, давай так действовать. Во-во-во. У нас больше силы, значит, мы должны вдвоем это делать. Чай повара завалим. Что? Стоять. Это он там самоупиливается, походу. Ау. Он, походу... Надо вот этим вырубать. Сейчас он как-нибудь станет ко мне поудобнее. О. Теперь мы на него светим. Не то. Итак, поточнее. О, нормально. Да, нихера его разрыва, конечно. Мы тут сильно долго. Я поймал, сука. А что делать, когда тык закончится? Я вернулся. Может, его рыбой мочить? Блин. Вот как-то неэффективно рыба его мочить. Арбузы поприкольнее были. Тихо, светим. И давай. А вот хп с него не вылетает. Может быть где-то тут? О, на арене есть. О, давай в него ногой запулим. Ай-яй-яй. Бля, надо подбирать хп. Ай-яй, дурка. Я не знаю, что-то рыба как-то вот не очень эффективная. Может, я криво стреляю просто. Давай, блять. Светим. Блять, мало. Ну понятно, не попал. Да ты не можешь поменьше-то крутиться. Нормально, подох.
Но у меня там тоже что-то маловато, хпшки-то осталось. Я чуть сам не отъехал. Вот, и хп навалили, нормуль. Та-та-там. Кнопочку еще заработали, кстати. Давай тут, до полизвесим до конца все. 14 косарей уже собралось. Неплохо. Давай кнопку мне. Ее муж тащит, да ладно. А мы тут дрались за эту кнопку. Еще и мышей ловить. По-любому в духовке что-то есть. Спасибо. Кстати, а мышь-то не астральная. Мышь обычная. И он так... О, какая мышечка. За жесть вообще. Это за хрень. Может, ты светом долбанул? Нет. У меня в зубах тут эти кнопки мои. Да, как шумно тут. Короче, я не знаю, как это сделать. Подожди. Может, по зубам долбануть ей? Собака мне что-то показывает. А, вот эту штуку можно разбить. Так, все, пошли за мышью. Вон она. Может, тут насвистеть? Походу надо идти по запаху сыра, да? Ну тут оно вряд ли. Что-то я пока хз, как ее искать. По идее, какой-то маленькой катсценой должны показать, куда она удрала. И обратно в столовку зайдем. Может быть, прям там надо что-то сделать. Да, надо сыр, короче говоря, притянуть. И его как-то вот тут оставить. Вот. А ты ее ловишь. Иди-ка сюда. Да, блядь. Блядь. Сыр притягиваешь, а ее нет. Надо... Блин, она прыткая какая. Я думаю, надо прямо возле дырки встать, чтобы она хотя бы не бежала. Нет, это не так работает. Сучка. Ну и чё? Да падла ты. Мы делов придумали. Она выходит только когда ты тут.
Бля, надо как-то придумать, что делать. Почти. Давай, 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 ну блин. Жалко, столы нельзя никак перемещать. Нужно было бы какие-нибудь заграждения, не знаю, поставить. А че ее никак не затянуть? Подожди. Бля, она вылетает у тебя практически. Не то. Может, типа она должна сыра побольше пожрать и растолстеть? Вполне такая механика Nintendo. Очень падла и все. Так, а ты ее просто ловишь вместе с сыром, точнее. Сейчас сыр прям, блин, просто притягивается, а ее главное не затянуть. Нужно надо подождать, правда. Вот падла усатая, а. Сука, она еще и тебя дамажит. Замечательно. Ну ничего, иди сюда. Блин, он же почти ее притягивает. Все, и она вырывается. Надуть мне. Подожди, а чуть хотят оглушить. Все, достаточно было ее оглушить. Бля, я думал, это обычная мышь, ей типа на этот какого. Да идите вы нахрен со своим сыром. Думал, это обычная мышь, ей как бы на свет в принципе похер. Опять утащили. Ты что, дебил? Вот идиот. Он опять просрал. Ладно, мышей мы уже будем завтра ловить, сегодня будем заканчивать стрим. Всем спасибо за поддержку, за просмотр, подписывайтесь.